Сеул. Обычное утро и новость, которая обрушилась, как гром. В своей квартире найдена мертвая актриса, когда-то считавшаяся лицом нового поколения. Но что скрывалось за ее молчанием? Ошибка, долг или нечто большее? Она родилась 31 июля 2000 года в столице Южной Кореи Сеуле. Еще ребенком Ким Се Рон мечтала о кино и с удивительной настойчивостью шла к экранам. Впервые зрители увидели ее в 9 году 2000-х, когда ей было всего 9 лет. Это был фильм «Совершенно новая жизнь», где юная актриса сыграла девочку, которую оставила в приюте собственная мать. Картина тронула сердце зрителей во многих странах, а сама Се Рон сразу привлекла внимание критиков. Удивляло то, как маленькая девочка могла так точно передать чувства от растерянности до тоски по дому. Ее игра выглядела не наигранной, а настоящей, словно это был не фильм, а чья-то подлинная история. После этой премьеры Ким Се Рон стали называть одним из самых многообещающих детей-актеров в Корее. Она не просто смотрелась мило, в ее взгляде была глубина и редкая серьезность, которая обещала большое будущее. Зрители словно почувствовали, перед ними не просто очередной ребенок на экране, а настоящая актриса, у которой впереди целая дорога, полная славы и испытаний. После первого появления в фильме «Совершенно новая жизнь» прошло всего 1 год, и уже в 2010-м Ким Се Рон получила роль, которая изменила все. Это был фильм «Человек из ниоткуда», где она сыграла девочку, оказавшуюся втянутой в мир преступлений. Ее партнером на экране стал известный актер Вон Бин, и именно рядом с ним зрители увидели, насколько глубока и сильна ее игра. Фильм стал настоящим хитом, собрал огромную кассу и закрепил за Се Рон репутацию ребенка-актера, который способен держать внимание зрителя наравне со взрослыми мастерами. Ее глаза, полные страха и доверия, стали символом той истории. После этого ее начали приглашать в телесериалы. В «Слушай мое сердце» она показала мягкость и ранимость, в «Классной комнате» королева упорства и характер подростка, а в «Привет». «Школа. Любовь» включена, зрители увидели уже более взрослую сторону ее таланта. В картине «Девочка у моей двери» она раскрылась еще ярче, за эту роль критики отмечали ее серьезность и эмоциональную смелость. А в 2016 году Ким Се Рон впервые получила главную взрослую роль в исторической драме «Тайный целитель», известной также как «Зеркало ведьмы». Там она стала центром всего сюжета и доказала, что выросла из статуса талантливого ребенка в полноценную актрису, способную вести за собой зрителя на протяжении всего сериала. Именно этот период стал ее настоящим прорывом временем, когда девочка превратилась в профессионала, а ее имя навсегда закрепилось в корейской индустрии развлечений. К концу школьных лет Ким Се Рон уверенно вошла в новую фазу своей карьеры. Детский образ постепенно уходил в прошлое, а на его месте появлялась молодая, серьезная актриса, готовая к более сложным и мрачным ролям. В 2018 году она сыграла в фильме «Сельчане» напряженном триллере о загадочном городке и исчезновении ученицы. Эта роль стала переломной. Зрители увидели в ней уже не ребенка, а юную девушку, способную выдержать драматический центр истории. Ее персонаж был сильным и в то же время уязвимым, и именно эта двойственность зацепила зрителей. Затем последовали новые проекты. В веб-драме «Список воспоминаний о любви» 4-го сезона она появилась в образе современной студентки, столкнувшейся с проблемами отношений и взросления. Этот проект был близок ее ровесникам и сделал ее еще популярнее среди молодой аудитории. В 2019 году она приняла участие в ремейке американского сериала «Рычаги влияния», где примерила на себя роль умной и хитрой взломщицы. Это стало неожиданным выбором. Легкий криминальный сюжет показал зрителям другую грань ее актерской игры. Казалось, что путь определен. Ким Се Рон постепенно и уверенно выходит из образа талантливого ребенка и превращается в самостоятельную звезду, которая может не только украсить экран, но и держать на себе всю историю. Ее имя все чаще упоминалось в числе тех,
за кем стоит будущее корейского кино. В мае 2022 года произошло событие, которое стало поворотной точкой в жизни Ким Се Рон. В утренние часы, находясь за рулем автомобиля в районе Каннама, она попала в дорожно-транспортное происшествие. Актриса управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль выехал с дороги и врезался в трансформаторный блок, а затем задел несколько объектов. К счастью, в аварии никто не пострадал, но последствия были серьезными. Поврежденный трансформатор оставил без электричества десятки заведений и жилых домов. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. В новостях о нем говорили сутками, а в интернете обсуждали без конца. Ким Се Рон публично извинилась, но давление оказалось огромным. Против нее возбудили дело, назначили крупный штраф и компенсации за причиненный ущерб. Ее репутация стремительно рушилась на глазах. Карьера тоже пошла под откос. Она покинула готовящуюся драму «Тележка», а ее роль в другом проекте «Охотники за кровью» пришлось существенно сократить при монтаже. Агентство расторгло контракты, рекламодатели отказались от сотрудничества. Ошибка, совершенная за одну ночь, перечеркнула годы ее труда. Для публики она перестала быть любимой актрисой и превратилась в символ падения. Давление, осуждение и травля в сети сделали ее жизнь особенно тяжелой. Это был момент, когда один неверный шаг превратил восходящую звезду в изгоя индустрии. После скандала Ким Се Рон на долгое время исчезла из публичного пространства. Она прекратила сниматься, не появлялась на светских мероприятиях и старалась избегать внимания. Но полностью скрыться не удавалось пресса, и публика продолжали следить за каждым шагом. В 2024 году неожиданно появилась новость. Ким Се Рон должна сыграть в театральной постановке под названием «Дон Чи Ми». Для нее это мог стать шансом восстановить имя и вернуться к зрителю пусть не сразу в кино или на телевидении, а хотя бы на театральной сцене. Но надежда продлилась недолго. Уже на следующий день после анонса актриса отказалась от участия, сославшись на плохое состояние здоровья. Тем временем СМИ начали обсуждать ее финансовые трудности. Писали, что она осталась без стабильного дохода и с большими долгами, часть из них была связана с компенсацией ущерба после аварии. Ходили слухи, что ей приходилось искать подработку, но даже в обычных местах ее узнавали, и это превращалось в мучение. В социальных сетях периодически появлялись тревожные публикации от ее имени, намеки на одиночество, усталость и потерю надежды. Фанаты переживали, но многие комментаторы продолжали упрекать и осуждать. Общество словно не давало ей второго шанса. Эта глава ее жизни стала временем тишины и борьбы с самим собой. Попытка вернуться сорвалась, а впереди не было ни ясного пути, ни уверенности, что она вообще сможет вернуться в мир, который когда-то ее боготворил. 16 февраля 2025 года тишину Сеула прорезала новость, которая мгновенно разлетелась по всем каналам. В своей квартире была найдена безжизненная Ким Се Рон. Ей было всего 24 года. Полиция сразу заявила, признаков насилия нет, все указывает на самоубийство. Для следователей это выглядело как закрытое дело, но для зрителей, для ее поклонников и коллег это стало шоком. Слишком молодая, слишком рано. Еще вчера ее имя ассоциировалось с фильмами, драмами, успехом и надеждой. Но последние годы превратили жизнь в сплошное испытание. Авария, общественное осуждение, разрыв контрактов, долги и постоянная травля в сети. Все это сложилось в тяжелую ношу, которую она, похоже, больше не смогла нести. Новости заполнили эфиры, социальные сети взорвались тысячами сообщений. Одни писали слова поддержки и скорби, другие вновь вспоминали ее ошибки, не давая покоя даже после смерти. Но больше всего людей поразила сама хрупкость ее судьбы. Как девочка,
начавшая с аплодисментов миллионов, оказалась одинокой в самый страшный момент своей жизни. Эта февральская трагедия стала холодным напоминанием, что мир славы и признания порой оказывается безжалостным и не умеет прощать. После известия о смерти Ким Се Рон страна словно замерла. В социальных сетях появились тысячи сообщений от слов глубокой скорби до горьких упреков в адрес общества и индустрии, которая не сумела защитить молодую актрису. Ее коллеги делились воспоминаниями, фанаты публиковали кадры из фильмов и сериалов, где она навсегда останется живой, а простые люди спорили о том, кто виноват в том, что ее жизнь оборвалась так рано. Журналисты и эксперты вновь заговорили о давлении, которое испытывают звезды в Южной Корее. Одиночество, постоянная критика, невозможность сделать ошибку – все это стало темой громких обсуждений. Многие утверждали, дело не только в одной аварии и не в одном неверном решении. Система, где успех оборачивается бесконечным осуждением, оказалась смертельно опасной для тех, кто однажды оступился. Посмертно должны выйти ее работы фильм «Человек с гитарой» и картина «Мы каждый день». Эти проекты станут последним напоминанием о ее таланте и одновременно горьким символом того, что зрители потеряли. Эхо этой трагедии до сих пор не стихает. Для кого-то это предупреждение, для кого-то урок, а для кого-то просто невыносимая боль. Но одно ясно – имя Ким Се Рон останется в памяти людей не только как актрисы, но и как напоминание о том, насколько хрупка может быть жизнь под светом прожекторов. Если вам интересно узнавать подобные судьбы, поддержите наш канал, подпишитесь, поставьте лайк и поделитесь этим видео. Ваша поддержка помогает нам рассказывать еще больше историй, которые трогают душу и заставляют задуматься.